Друзья, привет! Как у вас дела? Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я вам предлагаю приготовить очень уникальное и интересное блюдо. Это розовое ризотто. Могу поспорить, что такого вы точно никогда не пробовали. А если и пробовали, то значит были у меня в гостях. В этом видео вы узнаете все секреты приготовления этого невероятного розового ризотто. Пойдемте на кухню и давайте готовить вместе. Вот такие ингредиенты нам понадобятся. Полный список вы увидите в описании под видео, как обычно. Перед началом приготовления ризотто нарежьте кубиками сливочное масло 80 грамм и заморозьте его. Нам потребуется одна крупная свекла, либо 2 небольшого размера свеклы. Ее нужно будет очистить и нарезать произвольными кусочками, потому что нам потребуется выжать сок из этой свеклы. Также нам потребуется еще одна свекла среднего размера, которую нужно будет нарезать вот такими тоненькими полосочками. Я натерла на терке. Можно оставить их в таком виде, либо можно нарезать на более мелкие кусочки. В этот раз я решила нарезать мелко. Свекла у нас будет в последующем обжариваться, и мы ее будем использовать для топпинга ризотто. Из первой свеклы я уже приготовила сок. У нас получилось 250 мл. Нарежьте лук мелким кубиком. Кусочки лука должны быть размером примерно таким же, как зернышки вашего риса. Отделите листья розмарина от веточки и мелко порубите его. Нам потребуется 5 зубчиков чеснока. Раздавите их ножом, один оставьте нетронутым, а остальные 4 нарежьте мелким кубиком. Заранее нужно сварить овощной бульон и хорошо его процедить. Посмотрите, какой он прозрачный. Далее, перед тем, как мы будем готовить наше ризотто, его нужно будет прогреть почти до кипящего состояния. Теперь нам нужно обжарить мелко нарезанную свеклу. Для этого разогреваем оливковое масло Extra Virgin, добавляем свеклу, обжариваем на среднем огне. Не забывайте помешивать. Добавьте 1 столовую ложку сахара, если свекла у вас недостаточно сладкая. Далее я добавляю 2 столовых ложки яблочного уксуса домашнего. Вы можете добавить лимонный сок, либо же винный уксус. Таким образом мы создаем нужную кислинку, и свекла не потеряет свой цвет. Добавляем соль по вкусу, свежемолотый перец. В зависимости от сорта свеклы общее время приготовления может варьироваться от 20 до 40 минут. Обязательно помешивайте. Кстати, вы можете добавить небольшое количество белого вина. Ближе к финалу добавьте нарезанный мелко розмарин. За 5 минут до завершения приготовления свеклы добавьте мелко нарезанный чеснок. Со свеклой мы закончили. Приступим к приготовлению ризотто. В глубоком сотейнике разогрейте достаточное количество оливкового масла Extra Virgin и добавьте зубчик чеснока. Следите, чтобы чеснок не подгорел.
При таком способе обжаривания весь аромат перейдет в масло. Убираем чеснок и добавляем мелко нарезанный лук. Также очень важно следите за тем, чтобы лук не подгорел, ни один, даже самый маленький кусочек. Убавьте огонь, если он был слишком сильный. И медленно обжаривайте до золотистости. Далее мы добавляем рис. На этом этапе рис должен прогреться и пропитаться маслом. В этом ризотто я использую рис карнаролле. Также вы можете использовать рис сорта арборио. Это два самых известных сорта риса для ризотто. Зернышки риса этих сортов очень хорошо сохраняют форму. Также они содержат большое количество крахмала, который придает ризотто кремовую текстуру, и увеличиваются в размере примерно в 3-5 раз. Представляете? Зернышки риса стали прозрачными, хорошо пропитались маслом. Теперь добавляем 250 мл белого сухого вина. Выпариваем алкоголь из вина и далее начинаем добавлять горячий овощной бульон. В процессе приготовления ризотто рис всегда должен быть покрыт бульоном. В среднем время приготовления ризотто от 15 до 20 минут в зависимости от типа риса. Поэтому внимательно читайте время приготовления на упаковке с рисом и засекайте время на таймере. На данном этапе вы должны сфокусироваться только на приготовлении ризотто. Никуда не отходите, следите, добавляйте, когда нужно, бульон и помешивайте. Со временем рис будет увеличиваться в объеме, а ризотто будет приобретать кремовую текстуру. Обязательно бульон, который вы используете для ризотто, должен быть горячим. Только представьте, если в горячее ризотто вы наливаете холодный бульон, разница температур не даст приготовиться правильно рису и потребует большее время приготовления. Если ваше ризотто вы будете готовить с сыром пармезан, для примера, то добавляйте небольшое количество соли, потому что сыр уже имеет в своем составе соль. Я же буду готовить без сыра, поэтому я добавляю нормальное количество соли. Мое ризотто почти готово. За 5 минут до окончания я добавлю свекольный сок. Я добавляю свекольный сок этапами. Половину я добавляю сейчас, а следующую половину я добавлю, когда рис пропитается свекольным соком. Получается очень насыщенный и яркий цвет. Кстати, это ризотто вы можете попробовать приготовить с красным вином вместо белого. Тоже будет очень интересно и невероятно вкусно. Готовое ризотто не должно напоминать ни суп, ни кашу. Нужно соблюдать баланс жидкости в финале, чтобы зернышки были аль денте и находились в кремовой текстуре соуса. Рис готов, добавляю последнюю порцию свекольного сока. Таким образом ризотто сохранит еще более насыщенный цвет. Немного помешиваю, прогреваю буквально 1 минуту. Далее добавляю сливочное масло, нарезанное кусочками и которое было заморожено, и убираю ризотто с плиты. Замороженное масло немного охладит ризотто, тем самым остановит процесс приготовления риса. И при этом оно будет придавать более кремовую текстуру ризотто. Добавляем свежемолотый перец и приступаем к сервировке. Важный момент. Ризотто всегда подается только горячим и только свежеприготовленным. Мне очень нравится использовать глубокие тарелки.
В них ризотто долго сохраняет свою текстуру и температуру нужную. Посмотрите, какая красота! Вновь добавляем свежемолотый перец и украшаем нашей обжаренной свеклой. Далее я добавлю кусочки сыра, это будет рокфор, можно добавить горгонзолу или любой другой сыр, экспериментируйте, пробуйте новые варианты. Сверху посыпаю мелко нарезанным розмарином, и наше блюдо готово. Посмотрите, какая красота у нас получилась! Приятного вам аппетита и до новых встреч!